Всем привет, меня зовут Николай, и сегодня продолжаем курс по микромагнетизму. Переходим к практикуму про доменные границы, как же их посчитать в микромагнитном моделировании. Но сначала немножко слов про то, что было в прошлый раз. Поговорили мы о том, что бывает два основных типа доменных границ со структурой Блоха и Нейля, когда между доменами намагниченность поворачивается по-разному. Вот, то есть, если смотреть на такой в тонкой пленке, то вот белые спины, макроспины, которые здесь нарисованы, они указывают как бы середину доменной границы. И видно, что в доменной границе Блоха между доменами намагниченность поворачивается и остается в плоскости доменной границы. То есть доменная граница идет вот так. А в границе Нейля намагниченность в какой-то момент становится перпендикулярной доменной стенке. Вот. Также говорили о том, как посчитать толщину доменной границы. Вот, в частности, для Блоха, если построить график изменения угла поворота от координаты, получим вот такую кривую, которая имеет касательную в середине, в центре, и пересекает, соответственно, 0 и 180 градусов в каких-то точках. И вот расстояние между этими точками будем считать толщиной доменной границы. Ну, не только мы, но так принято. Получается, что вот эта толщина – это коэффициент π, всем известный, умноженный на отношение обмена и параметра анизотропии. Вот, если посчитать толщину доменной стенки для типичных магнитов, которые используются в промышленности, в быту, то можно получить вот правый столбец. И видно, что вот, допустим, для пермалоя, сплава железа и никеля, у которого очень маленькая анизотропия, практически отсутствует, получается очень широкая доменная стенка, 2 микрона. В то время как вот у неодимового магнита, который всем, наверное, известен, такой блестящий, самый, наверное, мощный сейчас, такой доступный для того использования, у него доменная стенка меньше 4 нанометров получается, потому что у него огромная анизотропия. Также еще вот здесь есть такой материал кобальт-платина, тоже с огромной анизотропией. Он используется, в частности, в жестких дисках магнитных для записи информации. Логично, что чем больше анизотропия, тем сложнее перевернуть намагниченность с одного направления на другое. Вот. И как раз это значит, что намагниченность остается в своем положении, несмотря на внешнее воздействие, то есть сохраняет информацию надолго. Есть еще вот такой интересный сплав, к своему стыду не знаю ничего про него, но вот у него какое-то рекордное значение анизотропии, и, соответственно, толщина стенки становится маленькая. Почему узкие стенки хороши? Потому что чем уже вот эта область неопределенности, так сказать, тем плотнее можно записать биты информации. То есть вот здесь один бит и здесь, и между ними огромное расстояние получается. Если стенка уже, то биты становятся ближе друг к другу, можно больше и больше хранить видосиков на своем жестком диске. Вот. Зачем же тогда нужны пермалой и другие магнитомягкие сплавы? В частности, пермалой используется для экранирования магнитного поля. То есть можно делать, и люди делают такие антимагнитные стены, вообще комнаты, в которых экранируется даже поле Земли. В частности, в таких комнатах очень удобно проводить измерения суперчувствительных датчиков. Например, там можно померить магнитное поле сердца, и в этой комнате магнитное поле сердца будет гораздо лучше себя проявлять, так как нету фона Земли, который флуктуирует еще и... Также в прошлый раз говорили, что тип доменной границы зависит от толщины пленки. Вот тут приведен график, как зависит поверхностная энергия доменной границы от толщины пленки. И есть, кроме границы Блоха, которая в толстых пленках более энергетически выгодна, то есть имеет меньшую энергию, и границы Нейля, которая при малых толщинах выигрывает по энергии. Есть еще некий промежуточный тип границы с поперечными связями. Это границы, в которых
есть вортексы, ну или вихри, и которые вот становятся такой причудливой формы, то есть верхний и нижний домен разделены не прямой границей, ну, не плоской стенкой, а такой вот либо колючей проволокой, либо цепью. Но в прошлый раз мы не говорили, что же будет, если мы возьмем не тонкую пленку, которая бесконечно в двух направлениях, а обрежем ее, то есть возьмем полосок, что более технологично с точки зрения практических применений. Вот оказывается, что образование доменной границы, допустим, в тонкой пленке, доменной границы на L приводит к тому, что намагниченность становится перпендикулярна вот этим граням полоски. И если границу делать шире и шире и шире, то в какой-то момент доменная граница закрутится. То есть появится вихрь. Ну, vortex по-английски. И вот в статье, которая здесь приведена, сделано в микромагнитном моделировании, показано, что когда ширина вот этого микрополоска становится достаточно большой, на магничности выгоднее свернуться, так сказать, в вихрь. И можно построить вот такую даже диаграмму, так сказать, фазовых состояний доменной границы, в зависимости от толщины пленки и ширины полоска. Так что давайте промоделируем вот состояние такой вот доменной границы, посмотрим, как она выглядит на самом деле, такая же ли она плоская, однородная ли по ширине. И когда образуется вортекс, для этого можно сделать вот такую последовательность действий, то есть взять для определенности, чтобы конкретные числа загонять в микромагнитное моделирование, возьмем полоску длиной 640 нанометров и толщиной 5 нанометров, а толщиной 5 нанометров, а ширина будет варьироваться. Посмотрим, какой тип образуется при такой толщине. Для этого построим, как меняются компоненты намагниченности в зависимости от координат. Для этого нужно будет сохранить данные и построить уже в сторонней программе. Посчитаем толщину доменной стенки. Ну, для простоты возьмем, как она меняется от половины до половины. Также рассчитаем для 10 нанометров. При этом можно использовать такой вот трюк, что при этом, как я говорил на одной из первых лекций, размер ячейки не должен быть больше, чем обменная длина. Но для тонких пленок, достаточно тонких пленок, тем более для металла 10 нанометров, в принципе, это тонкая пленка. И когда мы практически уверены, что за счет размагничивания намагниченность остается в плоскости пленки и не варьируется по толщине, то можно использовать так называемое двумерное приближение. То есть в плоскости пленки разбить ее на ячейки, а по толщине взять одну ячейку. Это, соответственно, сделать наш расчет гораздо быстрее. Ну, можно, конечно, для надежности сравнить результаты 2D, такого квази-2D моделирования и 3D модели. Ну и также можно найти размеры полоски, когда доменная стенка поперечного типа, трансверс, так сказать, переходит в вихрь. Прошлого практикума возьмем подсказки, которые мы использовали, то есть как задавать угол, как задавать намагниченность, параметры и так далее, и так далее. Запишем в подсказки дополнительно себе вот такие команды, которые были использованы на этом практикуме. Также их можно посмотреть в User Manual по программе Boris Spintronics в разделе в 4 туториале. Так что давайте приступим. Итак, начальная симуляция, которую нам предлагает Борис по умолчанию. Ну, сразу зайдем в модули, которые у нас есть. Поле Зеймана нам не нужно, зато нужно поле анизотропии. При этом включим сразу Stray Fields на SuperMesh, чтобы считать поля рассеяния. Вот. Итак. Зададим форму. Полоску, здесь у нас параллелепипед 80 на 80. Давайте зададим его 680 на 180, толщиной 5 нанометров.
Вот, ячейку зададите уже сами, исходя из обменной длины. Вот сейчас я это рассчитывать не буду. Отлично. Вот у нас есть магничность. Ну, во-первых, как программа создана человеком, который позаботился о нас заранее и позволил нам руками не прописывать распределение на магничности в виде доменной стенки, а задать на магничность в виде доменной стенки, уже исходя из интерфейса программы. Вот. Команда dwall, domain wall, имеет 4 параметра. Первый — это по какой оси направлены спины, то есть по оси X, Y или Z. Соответственно, второе — это в какую сторону они отклоняются. То есть сейчас по умолчанию вдоль оси X, то есть они останутся горизонтальными. Y — это значит, что они будут поворачиваться в доменной стенке вдоль оси Y, а потом поворачиваться обратно. Ну, X — это значит голова к голове. Вот это 80 нанометров — это полная ширина стенки. У нас ширина всей полоски 680, поэтому поставим 680 нанометров. И последний параметр — это начало. То есть от 0 до 680 это все будет меняться. Так, чтобы было лучше видно, я поставлю, как меняется направление. Вот, то есть слева у нас спины направлены горизонтально вправо, справа горизонтально влево, то есть красный и синий, соответственно, regions, области. И по центру она вдоль оси Y. Вот, если я хочу сделать какую-то другую доменную стенку, то есть, допустим, хвост к хвосту, то я ставлю минус X. Соответственно, они смотрят уже в разные стороны. Вот. Ну, да. Отлично. Если хочет, ну, соответственно, это доменная стенка типа NL, все спины остаются в плоскости. Если захочется сделать доменную стенку типа блока, то, соответственно, внутри стенки в переходном слое спины должны повернуться по оси Z. Ну, вот так. Отлично, все, создали доменную стенку, можно разных конфигураций создать. Теперь посмотрим, какое уравнение у нас решается. В принципе, это статическая задача, поэтому решение статического уравнения будет достаточно. SDEC, то есть метод наименьшего спуска, градиентного спуска. Также помним, что нужно посмотреть, что у нас решается. Вот здесь у нас есть только релакс, нон-стоп. Ну, наверное, это долго. Давайте все-таки поставим условия остановки. Сохранять ничего не будем. Ну, с прошлого занятия вы знаете, как проводить сохранение, поэтому уже сделайте это. Так, какие еще у нас параметры есть? У нас есть параметры нашего материала. Так, затухание малое. Стенка достаточно подвижной будет. Малое. Важное МС, магничность насыщения. Анизотропия и куда она направлена. У одноосной вторая константа анизотропии 0. Второй порядок анизотропии не будем рассматривать. Направлена она вдоль оси X. Все. А две другие оси для одноосной анизотропии не работают. Вот. Так, ну давайте запустим наше вычисление. Так, такая вот хитрая конфигурация на магничности образовалась. Давайте, ну, как мы помним, строго задавать все направления параллельно перпендикулярно осям не очень хорошо для расчета, потому что суперсимметричная задача и локальный экстремум из него, откуда наша система не знает, куда двигаться, она там и останется. При этом, скорее всего, вот эта конфигурация на магничности, она не является равновесной. Поэтому немножко сместим доменную границу и запустим. Нет, видимо, такое начальное положение границы, именно блоховское, оно дает достаточно устойчивое распределение. Ну,
Вот. То есть вот граница, если она далеко от центра, вот она начинает двигаться, изменяет свою конфигурацию, и в итоге все аннигилирует на краю. Вот. Тогда появляется вопрос, а как решить домашнее задание, если в итоге нет доменной границы? Вот. Ну, как я уже говорил, нужно симулировать бесконечно длинную полоску. Для этого а, а, есть возможность в программе добавлять вот эти внешние источники постоянного магнитного поля. Команда add-dipole. Вот, если просто нажать Enter, она говорит, что нам нужно. Нам нужно название этого диполя и координаты его начала и конца, то есть двух углов. Давайте зададим, инсулятор нам нужен. Вот, это диполь. Назовем его левым диполем, пусть он будет слева. Ну, допустим, он находится на расстоянии ну, то есть его длина 1 микрон, соответственно, толщина, ну, по Y начинается из нуля, по Z из нуля, и приходит в координату с X равным нулю, Y равное, сколько там было у нас, 80 нанометров, Z равное 5 нанометров. Теперь у нас в сетке появился дополнительно вот левый диполь, вот он такой длинный. То есть если нажать на mesh, то он будет, ну, фокус экрана пересечется на него. Вот. Нужно, соответственно, вот они одинаковые ширины, толщины, все отлично. Но какая у него намагниченность, не очень понятно. Ну, давайте дисплей, и его тоже можно показать. Вот такая вот намагниченность. Ну, мы хотим, чтобы он смотрел, допустим, вправо, поэтому той же командой setAngle, которой мы задаем намагниченность для любой части сетки, мы зададим для него направление вправо. Теперь он смотрит вправо, отлично. Стрелками я перемещаюсь и хочу задать, чтобы заново не писать, правый диполь. Теперь он начинается уже от правого конца нашей сетки, который равен 680 нанометрам. И, допустим, на 1 микрон, опять же, он имеет, ну, 1 микрон он имеет ширину. Отлично, все, появился у нас правый диполь. Ну, чтобы уж точными. Теперь у нас есть вот такая конфигурация, но внешние поля у нас просто как два внешних магнита. Вот. Чтобы смоделировать, да, тут немножко остановлюсь, можно посмотреть вообще, как стрейфилд распределено. Так. Почему-то он не хочет показывать. Для этого надо рассчитать поля. Ну, вот такая конфигурация внешних полей. Логично предположить, что стенки удобно вот сюда выстроиться. Вот. Вообще тут такое отступление, что в экспериментах, ну, в работах именно такой подход и применяют. Если направить, ну, то есть можно создать такой держатель из постоянных магнитов, когда стенка, ну, магнитный образец распадается на два домена, и доменная стенка стабилизируется между вот этими магнитами. Вот такой интересный подход. Собственно, это нам и показывает наша структура. Вот. Так, отлично, у нас есть внешнее поле, но это пока что два внешних магнита, то есть это не симулирует нам бесконечную полоску. Вот, чтобы полоска стала действительно бесконечной, то есть как будто
слева она намагничена вправо, справа влево, но нужно еще ввести дополнительную связь через обменное взаимодействие. Так, здесь я вернусь к лекции. Подсказки вот. Couple to dipoles. Отлично. Нажимаю Enter, и видно, что сейчас она выключена. Нажимаем включен. Считаем поля. Дисплей. Посмотрим на поля размагничивания. Не сильно они поменялись, но плавно появилось взаимодействие. Так. Зададим однородное направление намагниченности. Зададим доменную стенку. Получилось, поэтому делаем не 600, а 8. Стенка немножко сбоку. Все, посмотрим. Намагниченность уже остановилась. Так. Еще хочу среднюю намагниченность смотреть. Мне это интересно. Так, намагниченность не запустилась, потому что программа думает, что уже все посчитано. На самом деле ничего не посчитано. Ну вот. Да, тут с таким шагом плохо видно. Вот, стенка стала не плоская, а снизу она немножко более узкая, сверху более широкая. Это лучше всего видно, конечно, допустим, для X компоненты, для Y, ну или для Direction. Вот она уже имеет такую хитрую форму. Вот, допустим, хочу я изменить ширину полоски, то есть то, что у вас есть в задании. Менять для обоих диполей и для центральной части расчетной отдельно ширину — это трудозатратно, поэтому, опять же, создатель программы о нас позаботился, он ввел вот этот Scale Mesh Rect параметр. Опять же, у него есть on и off, включим его. И тогда, если я захочу поменять ширину моей полоски, допустим, вот было 180, стало 280, то вы видите, диполи, они автоматически тоже поменяли свою ширину. Вот, отлично. Запустим симуляцию еще раз. Ну, как будто граница стала еще более широкой. Ну и так далее. Таким образом, мы видим, что ширина полоски, она влияет на поля размагничивания итоговые и, соответственно, на ширину полоски. Вот, что здесь важно отметить, что диполи, которые вот мы ввели, они просто стоят, на них не действует решаемое уравнение, то есть они никак не эволюционируют ни во времени, ни по энергии, они просто стоят на месте. Вот. Так, теперь, допустим, во-первых, вы умеете сохранять итоговый результат. Так, я сохраню. Чтобы программа знала, куда сохранять. По умолчанию программа сохраняет данные о намагниченности в ту же папку, где находится сама симуляция. Вот, чтобы мне не прописывать все эти папки, я создам это. Но как сохранять намагниченность с прошлой лекции вы знаете. Еще раз напомню, что это можно задать вот в параметре relax и, допустим, задать в конце стейджа он будет сохранять. Вот. Второй вариант, который можно использовать для этой задачи,
может быть, ну, потом, соответственно, из всей намагниченности нужно будет вытаскивать как бы распределение намагниченности вдоль оси вот этого полоска. Вот, можно другой вариант использовать. Опять же, есть вот DP-Safe. Имеет он параметры... нет, сначала нужно получить профиль. То есть, чтобы программа знала, что сохранять, нужно ей в сет данных для сохранения записать вот этот профиль. dp get profile. Файл. Соответственно, у него есть начало и конец, и индекс, но он нулевой. Так, ну, начало у нас, соответственно, в нуле по x, а по y середина будет, это 280 нанометров пополам, 140 нанометров. И по z 0. У нас сейчас одна ячейка по толщине пленки, поэтому неважно. Вот, окончание это будет у нас сколько? 680 нанометров. Y то же самое, и по Z 0. Ну, и индекс нужно ввести. 0. Отлично, все. Программа пишет, что профиль выгружен. Теперь нужно сохранить. Директория по умолчанию та же самая. Допустим, название файла domain wow, ширина 280 нанометров. Дат. Ну, он в TXT сохраняет по умолчанию. Неважно. Так, и у него есть еще индекс 0, 1, 2, 3. 0 — это координата, то есть он берет срез по координате, ну, в нашем случае это по y. То есть с индексом 0 это будет координата y, а 1, 2, 3 это три компоненты намагниченности. Координату y нам нужно, и нам интересно, допустим, x-овая компонента намагниченности, поэтому оставим 1. Ну, для интереса выгрузим еще вторую. Из этого не будет меняться, поэтому... Ну, давайте для наглядности ее тоже выгрузим. Сохранилось. Отлично. Вот. И для быстроты я буду использовать Origin. Вы можете использовать свою программу, которую хотите. Соответственно, загрузим файл. Вот, да, по умолчанию в TXT сохраняет. Ну вот файл, который мы сохранили. Это файл. Окей. Он спрашивает. Так, все, у нас есть три координаты намагниченности. Соответственно, это mx, my и mz. Ну, построим, как они зависят от координаты. Вот, видно, что x-овая координата меняется, вот, похоже на тангенс, то, что нам и хотелось. Y-овая, оказывается, вот, идет сначала вниз, потом вверх, но z-овая почти не меняется. Вот, соответственно, дальше из этой кривой, вот черной кривой, mx, нужно найти будет координату, когда она меняется до половины. Максимум у нас 800 килоампер на метр. Смотрим, где она равняется 400. Вот, то есть это 3,65 на 10 в минус 7. То есть 365 нанометров. Вторая координата 435 нанометров. То есть ширина доменной стенки можно считать равна 100 нанометров. Вот, и таким образом вот, можно построить зависимость. Даже это, наверное, будет не ширина, а что-то ближе вот к этому параметру доменной стенки, то есть корню из отношения
обмена и энергоанизотропии. Вот, но здесь как раз вы посмотрите, и какой коэффициент между этими вещами будет, увидите. Вот, но главное, что от ширины доменной стенки, вернее, от ширины полоски будет меняться ширина доменной стенки. Эта теория уже никак не учитывается. Ну, здесь еще можете поиграться, так сказать, с начальным распределением намагниченности. То есть вот здесь у нас есть не только доменная граница, но и вортекс. Посмотреть, как он будет эволюционировать. Вот. Но так как он появляется в центре, у него, по-моему, сильно нельзя поменять положение, то, соответственно, он замирает в центре. Вот. Но я думаю, что если бы он был смещен по вертикали, это было бы гораздо интереснее. А также напоминаю, что если вам нравится курс, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, занимайтесь магнетизмом, можете цитировать статью, в которой есть некоторые аспекты сверхбыстрого размагничивания секундным лазерным импульсом. Вот, а на этом на сегодня все. В этом выпуске я также благодарю Тимура за предоставленный микрофон. Надеюсь, звук стал лучше, и жить стало приятней, и слушать эти лекции. Вот. Но главное практика, практика, практика и в физике, и в жизни, и вообще везде. Так что всем до скорых встреч.